Всем привет! Я уже очень давно хотел поговорить о лоре мира Альбион и уверен, что многие скажут: Алон, как можно говорить о том, чего нет? На что я отвечу: несмотря на то, что на лор игры всем насрать, причем не только игрокам, но и самим разработчикам, он тем не менее есть. Другое дело, что в игровом мире о нем фактически нет упоминаний. Но я еще из того поколения игроков, которые искали в файлах третьего Варкрафта PDF-документ с историей мира и прочитывали его от корки до корки. Так что изучить весьма краткие тексты на сайте Альбиона оказалось несложно, и вот что мне удалось узнать из них о мире Альбиона. Начнем с того, что известный нам мир состоит из двух географических объектов. Это Старый Свет, который в древности был единым континентом, и Альбион с запредельем. Старый Свет после древнего катаклизма оказался расколот на огромное количество островов. И в наше время представляет собой архипелаг, похожий на комету, большой округлый остров на западе и вереница островов поменьше, как бы следующих за ним с востока. Климат на всем архипелаге умеренный, но сухой, с частыми засухами, приводящими к неурожаям и войнам за продовольствие. Конечно, возникает вопрос, как на островах умеренного пояса могут происходить засухи. Наверное, Старый Свет расположен на пути холодного течения. К этой части мира мы еще вернемся, а сейчас перейдем к самому Альбиону. Это остров, а точнее, если иметь в виду запределье, два острова. Альбион расположен южнее, но климатические зоны, они же биомы, в запределье сменяются очень странно, если брать во внимание их расположение на Альбионе. Логичнее было бы, если запределье находилось бы восточнее или западнее. Но мир магический, так что не будем придираться и будем для удобства говорить о двух островах как об одном, тем более, что у них общая история. Итак, за 2000 лет до событий игры на Альбионе живут первобытные племена людей, великаны, разное зверье и драконы. Жизнь людских племен была очень нелегкой. Им приходилось постоянно бороться за выживание, сражаясь с крупными лютозверями, охотясь на мелкую живность и избегая великанов и драконов, которые были не прочь перекусить человеченкой. Да и людские племена далеко не всегда жили в мире друг с другом. Но человеки хоть и были слабаками от природы, но умели наблюдать и учиться. Со временем они научились создавать оружие, а особо прошаренные стали первобытными колдунами, освоив искусство зачарования оружия магии Земли. Некоторые колдуны шли дальше в познании мира и его магии, высматривая истину в шепоте ручьев, в шорохе листьев и в гудении ветра на вершинах гор. Так появились первые друиды, мудрецы, способные ощущать пульс своей земли. В один прекрасный день сытый великан набрел на друида, слушающего шепот горы. Так как великаны были разумны и сами имели магическую связь с землей, их породившей, проявление интереса к природной магии со стороны друида заинтересовало великана, и он не стал его есть, по крайней мере сразу. Нам неизвестно, чем в итоге закончилась эта встреча, но вскоре состоялся первый человеко-великанский саммит, на котором великаны согласились с тем, что есть людей негуманно, а людские племена задвинули великанам телегу, что у них есть общий враг в виде драконов. Летающих ящеров представили страшными и безжалостными созданиями, которые жрут всех подряд и, соответственно, представляют огромную опасность для всех живых существ Альбиона. Нам неизвестно наверняка, какие отношения до этого были у великанов и драконов, но итогом саммита стало союзное государство великанов и людей, и первым внешнеполитическим мероприятием союза, естественно, стала война против драконов. Многие годы длилась война, в которой великаны, люди и звери закидывали мясом обладающих высокомагическим вооружением драконов. Поколения древнейших великанов, тысячи людских воинов и звери без счета пали в ужасных битвах с драконами. Итогом этой ужасной бойни стало то, что друиды, о жертвах среди которых не сообщается, провели великий ритуал, погрузив противников в глубокий и вечный сон. Драконьи опочивальни раскиданы по всему Альбиону и по настоящее время. Где именно спят ящеры, знают только самые старые и почтенные друиды. Они периодически проводят ритуалы поддержки древнего заклинания драконьего сна. Еще одним итогом войны стало истребление самых древних и, соответственно, мудрых великанов. Таким образом оформилась фракция Хранителей Альбиона, в которой великаны и друиды находятся на положении равных партнеров. Хранители не являются единым государством, а представляют собой союз племен, главной задачей которого является поддержание баланса на Альбионе и предотвращение пробуждения драконов.
Племена хранителей имеют необычную структуру, так как в одном племени живут люди и великаны. Условно низшим звеном иерархии являются соплеменники. Это люди, коренные обитатели Альбиона и потомки выживших в войне с драконами. Они значительно крупнее жителей Старого Света, занимаются охотой и собирательством, кочуя по племенным землям. У племени есть вожак, самый опытный, умелый и крупный воин, ведь с годами люди Альбиона становятся больше и сильнее. В сражениях принимают участие и мужчины, и женщины. Как правило, мужики бьются в ближнем бою, бабы поддерживают их метательным оружием дальнего боя. С возрастом воины обоих полов осваивают магию земли и используют ее в сражениях. Какой-то особой стратегии у племен нет, каждый воин является самостоятельной боевой единицей и действует индивидуально. Немного обособленное положение в племени занимают друиды. Как минимум один есть в каждом племени и находится на положении серого кардинала. Так как друиды поддерживают связь между племенами, кроме того, раз в год они собираются на сходку, где проводят ритуалы и обсуждают последние события, при этом формально друиды не вмешиваются в межплеменные отношения, но в тяжелые времена помогают вождям советам. Думаю, не нужно объяснять, что именно друиды негласно рулят межплеменными отношениями на самом деле. Кроме того, друиды принимают участие в боевых действиях, используя магию молний и вступая в рукопашные сражения, раздавая своими посохами нехилые тумаки. Бок о бок с людьми живут великаны. Обычно это относительно молодые особи. Сложно сказать, какое у них положение в иерархии племени, скорее всего они находятся в стороне, и сожительство великанов и людей является симбиозом ради выживания. Великаны постоянно растут, пока живут, с годами все больше становясь похожими на землю, их породившую. Спины зарастают мхом, а кожа становится подобна камню. Молодой великан спит не больше 2 раз в год, но чем старше, тем больше времени он проводит во сне. Древнейшие гиганты размером с горы могут проспать сотни лет, если их не тревожить. Питаются они исключительно мясом, желательно еще живыми существами. Очень даже не против закусить человеченкой, но людей из своих племен само собой не трогают. В бою великаны являются очень серьезными противниками. Не используя оружие, кроме каменных глыб для метания, они полагаются на свои огромные размеры, обрушивая на противников мощь своих рук и ног. Кроме того, им доступна и магия земли. Среди великанов встречаются и девочки, их называют дочери земли. Это очень крупные бабищи, из числа которых выходят матери земли. Это существа огромных размеров и такой же огромной магической мощи, становясь воплощением самой земли, которым поклоняются как великаны, так и друиды. Мать земли накладывает положительный баф к здоровью на все племя, плюс приходит на помощь своим воинам в сложных сражениях, особенно против демонов. Матерей земли очень мало, что безусловно хорошо, иначе хранители уже заполонили бы весь Альбион. Когда одна из них погибает или умирает от старости, на ее место через серию обрядов приходит одна из дочерей земли. Вот таким образом организованным союзом племен живут хранители 18 веков со времен войны с драконами. Но после Великой войны с драконами появилась и еще одна фракция. Друиды одного из племен еще до войны пошли в изучение окружающего мира и его магии по другому пути. Если остальные продолжали познавать мир целостно и созерцательно, то вот предки авалонцев пошли скорее научным путем, пытаясь найти непосредственный источник магии и работать уже с ним. И им это удалось. Источниками магии в Альбионе являются синие кристаллы. Кстати, именно их используют нынешние королевские маги для создания фиал с выкачанной энергией. А праавалонцы освоили работу с данным видом магической энергии еще до войны с драконами. После нее они продолжили поиски источников и эксперименты с ними. В итоге был обнаружен белый кристалл, чище и сильнее синих аналогов. Вокруг него была возведена особая конструкция размером с озеро, где находилась чистая сияющая магия в жидкой форме. Это был Грааль. Город и землю, ставшую домом для этого Грааля, назвали Авалоном. Одним из главных создателей мега-чаши стала мудрая и могущественная колдунья Моргана, владычица озера. Она же отобрала кандидатов на перевоплощение в мегавоинов. Военачальник Артур и Орден Грааля испили магии и связали свою жизнь с этим источником, получив взамен увеличение физических и магических способностей. Орден Грааля представляет собой военизированное формирование с жесткой структурой и иерархией, и делится на 3 подгруппы. Первая – доблесть. Это те воины, которые испили из чаши чистой магии и выжили.
По сути, это те самые рыцари. В бою используют оружие ближнего и дальнего боя, то есть мечи, щиты, топоры, копья, луки и так далее. Их клятва представляет воинов доблести как сосуды мощи Грааля, означая, что эти воины держатся со стоицизмом и достоинством, но при этом не боятся показать свою полную силу, когда неприкосновенность их мира находится под угрозой. Подгруппа «Магия», второй из 3 столпов Ордена, воплощает в себе мистические, тайные и технические аспекты мощи Грааля. Ее участники используют магию синих кристаллов, с помощью которой воздействуют на себя, других существ и неодушевленные предметы. Они видят себя учеными и художниками, придавая бесплотной магии очертания и полезные формы. Именно из-под их рук выходит зачарованное оружие, которым пользуются члены доблести. Кроме того, все боевые машины авалонцев – это также плоды трудов подгруппы «Магия». Их клятва представляет адептов как проводников мощи Грааля, и хотя их практики окутаны тайной и мистикой, сквозь них просвечивает настоящая любовь к экспериментам. Третьим крылом Ордена является подгруппа «Дух». В бою они играют не только роль целителей и поддержки, но и сами могут нанести противнику огромный урон. В жизни Ордена они воплощают религиозные и духовные аспекты Грааля. Их клятва представляет участников Духа душой Ордена. Посторонним они кажутся фанатиками, вовлеченными в священную войну за защиту Грааля. В таком виде воинские формирования Авалона существовали и развивались в течение 200 лет после победы над драконами. Это время было золотым веком нового государства, при правлении короля Утра и его верных советников воина Артура и мага Морганы. Но за 1600 лет до наших дней и примерно через 200 лет после усыпления драконов, среди друидов объявился молодой бунтарь и звали его Мерлин. Он начал пропагандировать свои идеи о том, что племена хранителей должны объединиться, что им нужны инновации во всех сферах жизни, от правовых норм до способов обработки земли, что закостеневшей верхушке друидского круга не удастся эффективно поддерживать драконий сон, и рано или поздно враг воспрянет. И к этому событию нужно подойти с сильной инновационной экономикой и вооружением, созданным на острие магическо-конструкторской мысли. Ходили слухи, что он набрался таких идей, подслушивая драконьи сны. Старейшины друидского круга обвинили Мерлина в том, что он раскачивает лодку и расшатывает скрепы, в то время, когда племенам хранителей нужна стабильность, и они только начали вставать с колен после Великой войны. К тому же у великого племенного объединения есть свой самобытный путь развития, так что Мерлина объявили иноагентом, экстремистом и вообще шаманом, после чего предложили 2 стула сами знаете с чем. Наш реформатор понял, что дело пахнет новичком и пора валить. Часть молодых и самых внушаемых соплеменников последовала за ним. Мерлин отправился в передовой и динамично развивающийся Авалон, где получил всяческую поддержку и понимание. Благодаря оказанной поддержке последователи Мерлина ударными темпами прошли путь от охотников-собирателей до нормального феодального общества с профессиональной тяжеловооруженной армией, фундаментальной каменной архитектурой и эффективной магией, пронизывавшей все сферы жизни. Старейшины друидов, видя, как растет сила нового государства, отправляли прошение Мерлину «Остановитесь!», но на откровенную агрессию не решались. Времена подготовки к пробуждению драконов являются золотым веком союза авалонцев и последователей Мерлина, так как 2 величайших ума современности, Мерлин и Моргана, совместно работали на благо фактически единого государства. Под девизом «Мир никогда не должен стать драконьими владениями снова» создается убер-сабля Экскалибур. Меч становится мощнейшим оружием тех времен и символом королевской власти в Альбионе. Как мы помним, королем на тот момент оставался Утер. Однако, как потом выяснилось, Моргана уже в те времена начинает общение с демонами, тем самым увеличивая свои магические способности и подпадая под их влияние. И вот спустя 300 лет после появления Мерлина, его пророчество сбывается. Примерно 1300 лет назад просыпается великий красный дракон Даутир. Своим ревом он пробуждает часть молодняка, сон других великих ящериц становится тревожнее, король Утер ведет рыцарей Камелота, тогдашней столицы уже по сути единого королевства авалонцев и последователей Мерлина, в бой. Войска сопровождают Мерлин и Моргана. В грандиозной битве небо на 3 дня становится черным, кипит ужасная и кровавая битва.
Утор ценой собственной жизни упокаивает Даутира, Мерлин, Артур и Моргана выживают, и в лучших традициях феодальных обществ встает вопрос, а кто теперь будет рулить единственной сверхдержавой? Утор-то законных наследников не оставил. Мерлин начинает искать каких-нибудь бастардов, Моргана готовит к коронации своего сына Мордреда. Артур выполняет свои генеральские обязанности, а друиды отчаливают турне по всему Альбиону, чтобы попеть спящим драконам колыбельных. Поиски незаконно рожденных отпрысков Утора Мерлином, вероятно, были лишь прикрытием для сбора информации о Моргане и ее последователях. Оказалось, что великая чародейка уже очень глубоко погрязла в связях с миром демонов. По крайней мере, такую информацию волшебник предоставил Артуру. И они решили, что место преемника должен занять Артур. Мерлин без проблем передал случайно оказавшийся у него Экскалибур военачальнику. Моргана, узнав об этом, решила, что с ней и ее сыном поступили не очень честно. Какое-то время стороны готовятся к открытым боевым действиям, склоняя каждый на свою сторону широкие и не очень народные массы, в основном, конечно, в среде придворной знати Камелота. И похоже, что в этой игре Моргана выигрывала по очкам, так как Мерлин и Артур со своими сторонниками в итоге сваливают в Кэрлеон. После чего начинается война. На начальном этапе Орден Грааля под предводительством нового короля разбивает армию культистов. И Моргана создает мост между мирами, по которому демоны массово начинают проникать в Альбион. Действуют они в интересах волшебницы, оплачивая таким образом свою часть сделки, по которой они резвятся в мире смертных и насыщаются живой плотью и душами противников Морганы. Мерлин понимает, что чаша весов качнулась в другую сторону, отправляется с посольством к хранителям и всеми правдами и неправдами склоняет друидов выступить на стороне авалонцев. Хотя поначалу друидский круг с радостью наблюдал за резней внутри нового государства, доводы Мерлина об опасности демонического вторжения показались друидам убедительными. Узнав о том, что хранители вступают в войну, Моргана открывает настоящие врата в ад и получает не просто единичных демонов по ленд-лизу, а организует настоящую высадку адских союзников. После этого начинается настоящее веселье. Весь Альбион превращается в поле боя, где авалонцам и хранителям противостоят демоны и последователи Морганы, которые к тому времени весьма преуспели в работе с новым видом силы, демонической магией. А объединенные силы условного света начали медленно, но верно сдавать позиции, а демоническое вторжение набирать обороты. И Мерлин переходит к плану Большой Писец. Организуется контрнаступление авалонцев по всем фронтам, и в решающей битве волшебник просит у Артура меч чисто попонтоваться перед пацанами, но использует его в финальной части ритуала, который его ученики заблаговременно начали. Мерлин разбивает Экскалибур, на поле боя происходит локальный БП, все рыцари и маги светлой стороны отдают концы, все демоны, захватив с собой Моргану, отправляются телепортом на родину. Часть авалонцев во главе с сэром Бедивером выживает в финальном файте. И Бедивер без руки, но с кучей экспы и прокачанным лидерством отправляется на малую родину поближе к Граалю. Хранители во главе с прошаренными друидами финальную катку скипнули, но в ходе войны тоже не слабо огребли и отправились по домам зализывать раны. Мерлин же куда-то бесследно исчез. Остатки армии Морганы разбежались кто куда, решив, что ближайшие 10 веков в большой политике лучше не участвовать. Побочным эффектом мерлинского заклинания оказался небольшой туман, который продержался над Альбионом 1000 лет. Но до того, как остров был окутан магическим туманом, Моргана успела отправить чартерным рейсом Мордреда за океан на ПМЖ. Чудом, корабль с сыном величайшей колдуньи мира добирается до Старого Света. Здесь он оперативно сколачивает банду, используя наработки великих предков в военно-промышленной и тактико-стратегической сферах, быстренько становится первым парнем на этой деревне и исполняет желание матери, все-таки надевая королевскую корону и становясь полновластным правителем всего Старого Света. Однако, несмотря на то, что Мордреда сопровождали люди его матери, в том числе и жрицы, получить долгожительство, как у Мерлина или Морганы, у него не получилось. Плюс многие знания после смерти выходцев с Альбиона оказались забыты или утрачены. Вот так и прошло тысячелетие после Великой войны. Альбион застыл в магическом тумане, а Старый Свет тихо-мирно жил в темном средневековье со всеми его прелестями в виде голода, эпидемий, феодальных войн и полном бесправии простолюдинов.
В общем, как оказалось, жить в Старом Свете для обычного человека довольно трудно и не слишком перспективно. Богатые там стараются не обеднеть, а бедные просто не умереть с голода. Суровые законы помогают поддерживать порядок, но жизнь большей части населения все равно полна лишений. Это мрачное место, большая часть обитателей которого слишком озабочена выживанием, не сильно заботясь о будущем. На Альбионе же в течение 1000 лет жизнь не совсем остановилась. Хранители что-то там хранили, возможно, продолжали баюкать драконов. Авалонцы перешли в энергосберегающий режим вокруг своего озера с белым кристаллом, и только последователи Морганы с пользой проводили время. Они потеряли своего лидера и идеолога, плюс все относительно сильные члены культа были уничтожены магией Мерлина. Туман не просто накрыл весь Альбион, он выискивал и уничтожал демонов и все, что с ними связано, в том числе зачарованные доспехи вместе с носителями и продвинутых пользователей демонической магии. Таким образом, только самым слабым рыцарям и адептам удалось выжить. Культ оказался обескровлен и обезглавлен, но несмотря на это, он сохранил структуру и организацию. Остатки культистов были вынуждены скрываться от хранителей по древним и не очень развалинам. Параллельно последователи Морганы разыскивали фрагменты утерянных после поражения знаний. Собирая знания, культисты не могли их применять, так как туман полностью отрезал их от главного источника силы – демонических миров. Поэтому культ на протяжении 1000 лет пытался разными жуткими обрядами и кровавыми ритуалами рассеять туман. И в конце концов у них это получилось. Но нельзя не сказать о структуре культа, ведь именно благодаря тому, как организована эта фракция, она смогла выжить после страшного поражения. На нижней ступени иерархии располагаются солдаты. По сути, к ним причисляют не только непосредственно вояк, рыцарей, копейщиков, арбалетчиков, но и ремесленников, оруженосцев и прочий обслуживающий персонал. По большому счету, внутри культа существует обычное феодальное общество, а защитники и культисты занимают место высших феодалов, находясь над обществом солдат. Но что важно и что обеспечивает устойчивость культа, это возможность для любого из низшей касты благодаря своим умениям и старанию переместиться в высшее общество и стать, например, защитником Морганы. Это путь воина, и только лучшим из бойцов может быть оказана честь стать защитником. Достойный претендент получает зачарованные демонической магией оружие и доспехи. Постоянный контакт со столь опасной и чуждой людям силой постепенно меняет доблестных воинов. Со временем опытный защитник становится пригоден для страшного ритуала – вселения демона непосредственно в человека. Этот ритуал в свое время разработала Моргана, так как столкнулась с проблемой удержания демонов в реальном мире. Если вселение демона происходит успешно, претендент становится верховным защитником Морганы. Они гораздо больше, сильнее и крепче обычных людей, а их внешность напоминает скорее тварей из преисподней. Зачастую руки их превращаются в когтистые лапы, глаза начинают пылать огнем, а из спины вырастают крылья. Но меняется не только внешность. Защитник, который прошел ритуал, уже никогда не станет таким, как был раньше. Он становится высокомерным и жестоким, в нем все меньше человеческого. На высшей ступени своего посвящения защитник может пополнить ряды могучих демон-принцев Морганы. Демон-принцы – это поистине ужасные порождения темных ритуалов. На их лицах часто растут клыки и рога, а тело искажено демонической энергией. Нередки и кожистые крылья за спиной. По большому счету, от людей у демон-принцев только человекоподобная физиология. В остальном они уже гораздо ближе к демонам, имеют прочную связь с преисподней и способны без труда призывать дьяволят и низших демонов себе в союзники. Кроме воинского крыла, в культе есть параллельная иерархия культистов Морганы. Это мозг всей организации, и только культисты обеспечивают осмысленную работу всей фракции. Непосредственно в культ могут попасть только женщины, возможно потому, что мужчины не способны освоить магию, открытую и созданную Морганой. А может, она была первой воинствующей фемкой в Альбионе, точно неизвестно. Внутри сообщества культистов есть своя иерархия, но что нам важно знать, так это то, что культисты занимаются всем, что связано непосредственно с демонической магией. Изучение, способы применения, призыв демонов, создание големов, зачарование доспехов и так далее. Но главной целью всего культа является поиск и возвращение Морганы из мира демонов.
Кстати, культистки благодаря магии не стареют и всегда остаются молоды и красивы. После разговора о последователях Морганы будет разумно взглянуть на источник их силы и поговорить о демонах и их мире. Здесь все довольно просто. Нам точно известно, что мир или миры демонов существуют параллельно миру Альбиона. По классике, обиталище демонов – это олицетворение людских представлений об аде. Нестерпимый жар, потоки лавы среди безжизненных камней и тысячи местных жителей, мечтающих полакомиться кем-нибудь живым. Самыми мелкими представителями вида демонов являются чертенята. Это мелкие летающие твари, обладающие серьезными когтями и зубами, умеющие проклинать, тем самым замедляя противников, и имеющие способность плеваться огнем в противников. Зачастую они прислуживают более крупным собратьям или адептам культа Морганы. Выше в пищевой цепочке находятся обычные демоны. Это человекообразные создания, но на руках у них длинные когти, а кожа толстая и прочная. Демоны имеют разум, но обычно их занимают только охота и поиск новых жертв. Говорят, демоны со временем развиваются и могут стать демон-лордами. Также демоны часто служат адептам Морганы. В этом случае они, как и чертенята, ведут себя по-другому и имеют не такой яркий окрас, а в остальном ничем не отличаются от обычных. Демон-лорды – высшая форма демонического развития, известная нам. Это огромные до 7 метров махины, состоящие из лавы, вооруженные гигантскими когтями на 4 руках и ужасными клыками в 3 головах. Само собой, они обладают мощнейшими магическими способностями и могут представлять угрозу для целых отрядов приключенцев. Отдельным видом демонов являются привратники. Это крупные и очень сильные демоны. Обычно они попадают в наш мир через слабые места в ткани реальности, которые оставили своими ритуалами адепты Морганы. В отличие от большинства других демонов, привратники способны оставаться в Альбионе. Они странствуют по миру и готовят дорогу для новых демонов. Если привратник погибнет, а его тело попадет обратно в ад, откроются врата в демонические миры для глупцов или смельчаков, которые хотят попытать там счастье. Кроме вышеперечисленных, существует огромное количество разных подвидов этих тварей, но о них лучше будет расспросить кого-нибудь из высокопоставленных культистов. А мы вернемся на Альбион. Около 20 лет назад от наших дней туман над островом окончательно развеялся, и очень скоро группа залетных исследователей из Старого Мира натыкается на остров. Авантюристы возвращаются домой и сообщают Мордреду IV о находке. Король большую часть времени правления провел на войне, вместе с альянсом полководцев «Железная свобода». Само собой, когда королевство долго воюет, внутренняя политика не может оставаться в приемлемом состоянии. У населения возникает легкий голод, из-за него они начинают бунтовать, разбойничать, в общем опять шатают скрепы. Мордред Правнук решает проблему увеличением налогов, мотивируя их повышением расходов на безопасность, вводит комендантский час по тем же мотивам, ну и полирует все ужесточением законодательства и системы наказаний. Однако, король все-таки догадывается, что введенные меры могут не решить проблемы с экономикой. Он разбивает кубышку, строит корабли и организует для наиболее пассионарной части населения морской круиз в один конец. И примерно 15 лет назад начинается колонизация Альбиона. Для первой экспедиции подобрали прекрасный коллектив, состоящий из преступников, приговоренных к казни, а в то время к ней приговаривали даже за критику налоговой системы, так что там собрались представители всех слоев населения, от крестьян и городского дна до высшей знати. Правда, баб колонизаторам не выдали, что как бы намекает на то, что они здесь не для освоения земель. Альбион встретил чужаков распростертыми объятиями великанов, раскрытыми пастями лютозверей и крепкими рукопожатиями когтистых лап демонов, которые благодаря последователям Морганы начали протаптывать дорожки из своего мира. Наиболее образованная и умелая в воинском деле часть первых поселенцев как можно скорее законтачилась с культистами и бросила люмпен-пролетариат на произвол судьбы. В среде же работяг естественный отбор вывел на первый план некоего Гибсона. Будущий вождь еретиков в прошлой жизни был бесником и много говорил на социально-экономические темы, за что и получил билет в один конец. Но в экстремальной ситуации Гибсон не растерялся, тем более что он отлично умел обращаться с тесаком, и стал авторитетным человеком. Как только худо-бедно голодьба смогла наладить производство оружия и добычу пропитания, перестав массово гибнуть от хищников,
На них обратили внимание хранители с сидящими на голодном пайке великанами. Горе-колонизаторам пришлось отступать вглубь острова. Но там их поджидали и культисты, нуждающиеся в живых материалах для экспериментов, и нежить, о которой поговорим подробнее далее, и масса других смертельных интересностей Альбиона. Понимая, что в открытую сражаться с таким количеством врагов они не могут, лидеры еретиков решают разделиться и пытаться выжить небольшими группами в глубоком подполье. Несмотря на то, что основная масса была не очень образована, некоторые из отправленных на смерть колонистов видели, как колдуют хранители и культисты. Пытаясь повторять их обряды, колдуны еретиков методом проб и ошибок осваивают простейшую элементальную магию и создание целительных тотемов, подсмотренных у друидов. Непрекращающийся стресс, слабые мозги и постоянный контакт с магией привели к тому, что еретики стали, как говорится, слегка не в себе. Причем чем больше они пользовались магией и зачарованным оружием, тем хуже становилась клиническая картина психоза. В один прекрасный вечер разумный и рассудительный Гибсон ушел на месячную прогулку по Альбиону, а вернулся с горящими глазами и новой идеологией для всех своих людей. Теперь главной для них целью стало не выживание любой ценой, а простая как апельсин мысль. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Причем сдохнуть должны не только все обитатели острова, но и сам Альбион должен быть уничтожен. Таким образом, отправленные на смерть бедняги смогли выжить и обрести силу, и теперь они с удовольствием возвращают старые долги и ведут охоту на новых колонизаторов. Если говорить о структуре и боевой тактике, то здесь еретики никаких новшеств не создали. Есть бойцы, использующие зачарованное оружие ближнего и дальнего боя, они же падальщики. И есть фанатики, маги. Правда, они слабо понимают, как именно работает их магия, поэтому что-то сильнее фаербола и исцеляющего тотема они вряд ли когда-нибудь смогут создать. На протяжении 7 лет после заброски первой экспедиции, королевские суда периодически приходили к месту высадки и собирали информацию. Со временем окончательно поехавшие еретики перестали идти на контакт, но информации было собрано достаточно для экономического обоснования организованного заселения открытых земель. Король собрал вторую экспедицию, и на этот раз в новые земли отправились служилые люди короля. Их подготовили и экипировали по последнему слову техники Старого Света. Экспедиция состояла из нескольких подразделений. Это прежде всего королевские ремесленники, обязанностью которых стало строительство форпостов, укреплений и затем городов. Кроме того, именно ремесленники занимаются переработкой и созданием необходимых для выживания предметов. Их мастерские располагаются внутри городов и частично в относительно безопасных районах голубых земель. Королевская армия, солдаты которые носят сверкающую броню и одеваются в красные и золотые цвета, они охраняют стену, патрулируют подконтрольные области и следят за соблюдением закона. Армия готова сражаться с представителями враждебных фракций, но предпочитает этого не делать, отсиживаясь в городах. Кроме того, во вторую экспедицию входили королевские караванщики и королевские оруженосцы. В их обязанности входили экспедиции в дикие земли, добыча полезных ископаемых и их безопасная доставка к местам строительства городов. Сейчас эти подразделения прекратили свою работу, так как третья волна колонизаторов работает в данном направлении гораздо эффективнее. Главным итогом работы второй экспедиции стало строительство 5 начальных городов, которые стали форпостами для дальнейшего освоения Альбиона третьей волной колонизаторов, которая началась 4 года назад, когда король разрешил всем желающим отправиться на Альбион и попытать счастья на новой земле. За 4 года жизни колоний часть Альбиона, объявленная королевским континентом, претерпела серьезные изменения в политическом плане. Королевские наместники в каждом из городов приобрели политическую самостоятельность и развязали вялотекущую войну за территории. Кэрлеон, бывший в древности местом дислокации Артура и его воинов, был вновь обжит и заново отстроен второй экспедицией. Но сейчас власть там захватили темные личности, кормящиеся за счет черного рынка. И мы не поговорили об одной из самых таинственных и интересных фракций, проживающей на Альбионе. Хотя слово «проживающий» в данном случае в корне неверно, ведь нежить не живет. Для полного понимания природы нежити нам нужно вновь обратиться ко временам Великой войны Мерлина и Артура против Морганы. Как мы помним, в решающей битве Мерлин провел ритуал невероятной мощи,
который истребил демонов и всех, кто был с ними связан. Кроме того, погибли все, кто сражался на том поле. После чего Альбион накрыл колдовской туман, уничтожавший все демоническое присутствие. По одной из версий происхождения тумана, Мерлин своим ритуалом открыл врата в царство мертвых. Подтверждением этому может служить появление на острове Нежити и превращение места последней битвы в мертвые земли. Доподлинно неизвестно, когда восстали останки павших солдат двух армий. Но к тому времени, как туман рассеялся, множество мест на Альбионе оказалось занято кровожадными и ненавидящими все живое представителями мира мертвых. Нежить имеет крайне слабую организацию, как правило, скелеты бессмысленно бродят по мертвой земле или лежат не шевелясь, пока неосторожный путник не пройдет рядом. Воины и лучники сохранили свое оружие, и оно сохранило какие-то магические способности. Однако соприкосновение с миром мертвых изменило магию, содержавшуюся в них. Особенное место в среди нежити занимают жнецы. Это акалиты Мерлина, находившиеся в самом центре разрушительного ритуала. Их тела прошли ужасную трансформацию, разум исказило, а души изуродовало. Каждый из акалитов стал ходячими вратами в царство мертвых. Жнецы невероятно опасны не только своей силой, но и тем, что к ним притягивается низшая нежить, и они могут ею управлять. Кроме скелетов, к низшей нежити относятся тени. Это создания воплощенной тьмы и, возможно, коренные жители мира мертвых, попавшие на Альбион с помощью тумана. Их интересует одно – энергия жизни. Завидев живое существо, они убивают его, выпивая душу бедняги досуха. То, что теней интересует души мертвых, как и демонов, наталкивает на мысль, что представители мира мертвых и демонических миров – конкуренты. И Мерлин во время ритуала прибег к мощи у мертвей, и, возможно, его исчезновение объясняется тем, что Мерлина к себе забрали верховные личи мира мертвых, как Моргану захватили с собой демоны. Но это лишь догадки. Таким образом, сейчас мир Альбиона является местом противостояния немалого количества фракций. Каждая из них обладает интересной историей и движима своими целями. Хранители стараются не допустить пробуждения драконов и всеми силами пытаются сохранить мир в его первозданном состоянии. Авалонцы, пробужденные вторжением и бесконтрольным использованием магии приключенцами, восстанавливают свое могущество и пытаются изгнать чужаков из мира, который до сих пор считают своим. Еретики бессистемно идут к цели уничтожения всего, что представляет для них угрозу. Королевские представители, погрязнув в междоусобных распрях, стремятся увеличить собственное могущество. Нежить на первый взгляд не имеет цели, но вполне вероятно, что жнецы и высшая нежить обладают достаточным сознанием, чтобы попытаться повторно открыть портал в мир мертвых, где вполне вероятно находится Мерлин. Последователи Морганы усиленно работают над поиском своей хозяйки, попутно налаживая взаимодействие с демонами, которые в свою очередь жаждут повторного открытия моста между их мирами и Альбионом, и появление новых, оскверненных демонической магией областей, в которых часто встречаются оскверненные еретики, говорит о том, что их труды имеют плоды. А колонизаторы третьей волны бездумно эксплуатируют природные богатства мира, ведя между собой беспощадные войны и неосмотрительно применяя невообразимые объемы магической энергии. На этом я заканчиваю свой сказ о лоре Альбиона. Как оказалось, практически все геймплейные активности можно объяснить, опираясь на историю мира и применив чуток фантазии. Плюс в лоре раскидано очень много крючков, потянув за которые можно сделать огромное количество глобальных игровых событий, прекрасно развивающих мир и его историю. Конечно, жаль, что разработчики редко прибегают к таким вариантам и больше сосредоточены на геймплейной части игры. Ведь хороший и интересный сюжет точно не будет лишним в Альбионе. Примеры Вов или Евы нам это прекрасно доказывают. И пока я писал этот текст, даже сам захотел вернуться в игру, погрузиться в исследование мира и поучаствовать в приключениях, а потом вспомнил, что приключений, привязанных к лору, там нет, и расхотел. Вместо этого в следующем видео я попытаюсь сделать художественный пересказ сюжета с обращением к лору одной непопулярной, но очень атмосферной однопользовательской игры. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, ну и оцените как-нибудь это видео, это может помочь попасть ему в рекомендованные. Спасибо за просмотр, всем пока!